Всем привет, с вами Оля, вы у меня на канале, и в этом видео поговорим с вами про метод тарелки. Это способ построения рациона, при котором не нужно считать калории. В общем, расскажу, как его применять, и рассмотрим его плюсы и минусы. Но перед тем, как мы начнем, я напоминаю подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, и не забывайте нажимати на колокольчик. А якщо ви з України, то підписуйтесь обов'язково на мій другий канал, де усі мої відео виходять українською. Итак, метод тарелки – это очень простой способ построения рациона, так как все, что нам для него понадобится, это обычная тарелка. Нам не нужно будет использовать кухонные весы и ничего считать. Тарелка должна быть 22 сантиметра в диаметре, если вы женщина, или 24 сантиметра в диаметре, если вы мужчина. Для того, чтобы сформировать свой прием пищи, нам нужно визуально разделить тарелку на три части, на одну половину и две четверти. Первую четверть мы будем наполнять белковой пищей. Это может быть мясо, рыба, яйца, творог и так далее. Вторую четверть углеводной пищей. Это у нас крупы, макароны из твердых сортов пшеницы. Также сюда можно отнести картофель, батат и кукурузу, а также некоторые фрукты. Но про фрукты мы детальнее поговорим немного позже. Оставшуюся половину тарелки мы наполняем клетчаткой. Это у нас овощи или зелень в свежем, либо же приготовленном виде. Также можно добавить немного жиров, если вы не использовали их при приготовлении еды. Например, можно добавить 1 столовую ложку оливкового масла к овощам, либо же можно добавить немножко сливочного масла к крупе, также может быть немножко орехов или семечек, но количество жиров не должно превышать по объему 2 больших пальца на руке. Что немаловажно, тарелка должна быть плоской и не нужно накладывать в нее еду большой горкой. Еще не обязательно, чтобы все ваши приемы пищи в день были составлены именно по этому методу. Это не диета. 2 либо же 3 приема пищи в день по этой схеме – оптимальный вариант. Давайте перейдем от теории к практике. Я составила довольно простое меню на день по этому методу. И начинаем с завтрака. Здесь у нас в качестве белковой составляющей будут 2 вареных яйца, булгур в качестве углеводов и свежая зелень с овощами в качестве клетчатки. Я взяла несколько видов овощей. Здесь у меня зелень, это руккола, черри и огурец. Я не добавляла дополнительно масла к овощам, так как я добавила немного сливочного масла к булгуру. Для обеда мы возьмем тушеную говядину. Она у меня была приготовлена в сливочно-томатном соусе. В качестве углеводов у нас макароны из твердых сортов пшеницы. И оставшуюся половину наполняю вареными брокколи и тушеным бурячком. На ужин у нас будет тунец консервированный в собственном соку, как раз содержимое одной баночки. Также берем вареный рис и салатик из капусты, огурца и перца. Его я уже заправила оливковым маслом. Но хочется по поводу ужина немножко детальнее поговорить, потому что тоже тут есть разные мнения. Некоторые диетологи советуют метод тарелки применять и на ужин, а другие, и я с ними больше согласна, советуют все-таки на ужин убрать углеводную часть, а увеличить еще на 1/4 ту часть с клетчаткой, то есть добавить больше овощей. Объясняю почему. Если вы не худеете и питаетесь на поддержание веса просто здоровой едой, то вы можете, конечно же, оставить углеводную часть. Либо же, если вы худеете, но у вас достаточно высокая активность, достаточное количество тренировок и бытовой активности имеется в виду, и у вас нет склонности к отекам, то тогда вы можете оставить углеводы вечером. Но в остальных случаях все-таки лучше использовать больше овощей. Тогда у нас ужин будет выглядеть следующим образом. Хоть метод тарелки не подразумевает под собой подсчет калорий, я все-таки все взвесила и посчитала, так как мне интересно, что же у нас получится в итоге дня. Итак, завтрак у нас получился на 302 килокалорий, обед на 488, ужин на 220 килокалорий, и общее их количество у нас вышло 1011 килокалорий. Конечно же, это маловато, поэтому давайте добавим еще перекус. Пусть это у нас будет 2 яблока и горсть орехов. В результате у нас получается 1356 килокалорий на день, из них 89 грамм это белки, 63 грамма жиров и 103 грамма углеводов. И это все при том, что я старалась как можно больше еды вместить в тарелку. И, например, мясо у меня было приготовлено в соусе, это достаточно такой калорийный вариант. Можно было заменить его на более диетическое мясо, и тогда бы наша общая калорийность была бы еще меньше, к сожалению. 1350 килокалорий это, ну, не то чтобы совсем слишком мало,
но и немного. Для людей с высокой активностью, с регулярными тренировками этого может быть мало. А если мы будем не доедать, то у нас могут начаться разные дефициты в организме и будет беспокоить чувство голода, которое в свою очередь может привести к срыву. Недобор калорий — это всегда стресс для организма, который будет препятствовать похудению в дальнейшем, может даже способствовать накоплению лишнего веса при питании на нормальную калорийность. А также такая низкая калорийность не подойдет и для людей с избыточным лишним весом. Для организма будет слишком большой стресс, если вы резко перейдете на такую маленькую калорийность. Если вы мужчина, все еще более запутано, потому что нет общей нормы калорий для всех мужчин, потому что мы все разного роста и разные комплекции. Есть мужчины 1,70 м ростом, есть 1,90 м. Например, моему мужу, чтобы похудеть, нужно есть в день не менее 2500 килокалорий. И питаясь тогда по методу тарелки, необходимо съедать либо 5-6 подобных тарелок, либо же вместо тарелки использовать вообще какой-то поднос. Согласитесь, что в реальной жизни это звучит как-то не очень. Из этого всего мы можем сделать вывод, что этот метод все-таки не такой уж и универсальный. Давайте рассмотрим теперь его плюсы и минусы. Из плюсов у нас, конечно, его простота. Нам не нужно ничего взвешивать, то есть вам не нужно даже иметь дома кухонные весы. Это подойдет для новичков, которые не совсем ориентируются и не знают, как правильно считать калории, белки, жиры и углеводы. Также это удобно, если вы питаетесь вне дома, например, в столовой, либо же где-то, где шведский стол, где, опять же, у вас нет возможности взвесить еду, и вы формируете себе порцию на глаз. Кроме того, если все делать правильно, использовать продукты, приготовленные правильным здоровым образом, вы не переберете. Сложно переесть свыше своей нормы, питаясь по такому методу, но тут у нас сразу же вытекает и первый минус, это то, что есть большой риск не добрать до своей нормы. Также из недостатков это то, что не все блюда подойдут для построения рациона по подобной схеме. Например, те, которые состоят из разных компонентов блюд, то есть которые содержат в себе, например, и белки, и углеводы, например, плов, либо же рис с курицей и овощами, какие-то запеканки и так далее. Я не говорю, что их невозможно использовать при данном методе, можно, но нужно уже примерно ориентироваться, из чего состоит то или иное блюдо. Также есть небольшая путаница с фруктами, потому что одни источники утверждают, что фрукты необходимо считать за углеводы, то есть и всего четверть тарелки вместо круп. Кто-то говорит, что их нужно относить к той части, где у нас клетчатка, овощи. Правы и те отчасти, потому что тут все неоднозначно, потому что разные бывают фрукты. Например, бананы, виноград, сухофрукты, финики. Их вы никак не отнесете к клетчатке, потому что это чистые углеводы. Но уже такие фрукты, как цитрусовые ягоды, яблоки, их можно отнести к клетчатке, но, естественно, все равно без фанатизма. Поэтому мне кажется, что рациональнее фрукты вообще отвязать от этого метода и употреблять их отдельно привычным нам способом. Также есть небольшая путаница с бобовыми, потому что, опять же, одни источники утверждают, что их необходимо относить к белковой четверти, но вот давайте, если мы посмотрим состав вареной фасоли, углеводов в ней в 2 раза больше, чем белков, и если мы отнесем ее к белковой части, потом добавим еще какой-нибудь гарнир, и потом посчитаем, что у нас получилось, у нас будет достаточно большое количество углеводов, и при этом недостаточно белков. Поэтому мне кажется, что рациональнее их использовать как раз вместо углеводной части, как какой-нибудь гарнир. К тому же, мне кажется, что есть фасоль, например, с гречкой, это не самая вкусная идея. Но если у вас нет времени или желания составлять для себя рацион самостоятельно, то вы всегда можете приобрести готовые меню для похудения на моем сайте olyapins.com. Есть разные варианты по калорийности и по длительности меню, а также по простоте. Есть меню с большим количеством рецептов, а есть, наоборот, такие, где максимально простые блюда, на которые не надо будет тратить много времени на готовку. Кому интересно, ссылочку на сайт, где можно их приобрести, оставляю для вас в описании под видео. Итак, давайте подведем итоги. Метод сам по себе неплохой, но, конечно же, не волшебный. А также и не универсальный, хотя подойдет действительно для многих людей. Это в любом случае лучше, чем ничего, и хороший способ начать переход на правильное питание, даже заменив некоторые свои привычные приемы пищи на приемы пищи, построенные по этому методу. Ну и не забывайте то, что похудение — это не соревнование, не нужно стремиться похудеть как можно скорее и
и любой ценой, потому что питание в первую очередь должно быть вам комфортным и полезным, нравится вам, и только тогда вы достигнете желаемого результата и сможете его удержать, приобретя в процессе полезные пищевые привычки. А метод тарелки – это один из неплохих способов научиться на глаз формировать для себя сбалансированную и полезную порцию еды. Если у вас есть опыт применения данного метода, были какие-то результаты, пишите об этом в комментариях, будет очень интересно почитать на эту тему. Ну а на сегодня это все. Я надеюсь, что видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, буду рада увидеть ваши лайки внизу под этим видео, а также не забывайте подписаться на мой канал, если до сих пор еще этого не сделали. Ну а с вами была Оля, увидимся с вами в следующих роликах.